Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами будем разговаривать об телефоне Asus ROG Phone 5 Pro. Есть еще версия 5s Pro, есть просто ROG Phone 5. У меня именно версия 5 Pro на 16 гигабайт оперативки, 512 внутренний, и это пушка-ракета. Я не знаю, какие еще эпитеты можно использовать. Я рассказываю вам о смартфоне, цену которого я называть даже до кризиса не стал бы, а сейчас можете посмотреть на 5 цифрок по стоимости. И это еще без налогов за таможню. Но это лирика. К чему это все? К тому, что нафарширован он по максимуму. Работает он обалденно. Съемка максимальное. Внимание, у игрового телефона, у основных камер 8К. То есть не 4К 60 FPS, а он может снимать 8К. Full HD 60 FPS на фронталке отрабатывает великолепно. Хейтерам сразу, я его уже разбил. В ролике увидите, каким образом у меня выглядит экран. А не хейтерам, там проблема решается элементарно. 600 рублей стекло, потому что экран у меня не треснул, а только стекло. Если брать вообще комплект, я от него в восторге, потому что кулер великолепный, чехол отличный, несмотря на то, что он меня не спас. И помимо всего этого, более игрового железа, более игрового ПО я не встречал. Не забывай подписываться на ВК-сообщество, я буду выгружать ролики туда. После того, как заблокируют YouTube, заблокируют все VPN. Если вы смотрите этот ролик без VPN, я этому очень рад. Если у нас есть хотя бы суверенный интернет, я этому рад не меньше. Будем вот таким образом пытаться разгружать обстановку, которую, правда, не разгрузить. Смотрим. Сегодня, несмотря ни на что и вопреки всему, чему я очень рад, я наконец-то буду делать обзор на смартфон, который практически никому не нужен, который практически ни у кого сейчас уже в руках вряд ли сможет оказаться, но я его заказывал еще до драматичных событий. Раз, два, я к нему морально готовился, я понимал, что вряд ли куда-то я его смогу потом деть. Он дошел. Я этому очень удивлен. Вы видите, что это Asus ROG Phone 5 Pro. Кому он нужен? В первую очередь, конечно же, детям, у которых есть ноутбуки по 300 тысяч, и они хотят себе еще игровые телефоны. Во вторую очередь, людям, которые занимаются киберспортом. Ну а в третью, взрослым дядькам, которым мало было игрушек. Коробка. Цвет, блеск, красота. Внутри все болтается. То есть вот так они продумали. Я очень надеюсь, что там у меня не какой-нибудь кирпич. Мы видим картонку. Я не уверен был, что будет в подарок вот такая штуковина. Это штуковина кулер. Я и безумно рад, потому что я думал, что ее не будет. Смартфон дошел. Зарядка антикосмические 65 ватт. Серьезно? Asus. Посмотри, пожалуйста, на Xiaomi, которая ругаю за ПО. 65 ватт, у них 120. Люди уже с BBK 140 сейчас выгружать будут и 200, а вы слов нет, зато упаковка хорошая. Следующее. Кабель, разумеется. В тряпичной оплетке. Красота. Что у нас еще есть? Есть запасные кнопки. Я правильно понимаю? Скорее всего, это, да, запасные кнопки. Разумеется, здесь идет в комплекте чехол. Чехол брутальный, но по мне довольно бесполезный. Наклеек много. Наклейки разные. Красота. Выглядит как Cyberpunk. Даже не надо им линейку Cyberpunk делать. Итак, в руке вот так. Все, сразу видно, что человек, он не от мира сего. Ну, хорошо выглядит, ну, хорошо. За что все любят... Опа, здесь у нас экран. Вот, за что все любят Asus? За ПО. То есть, если мы с вами сейчас будем долго и упорно в комментариях дискутировать, а вы пишите, стоят они своих денег или нет, такие девайсы, я считаю, конечно же, не стоят своих денег. Выглядит все максимально круто, тактильно, максимально приятно, зарядка максимально... Не зачет для 22 и для 21 года. В полной комплектации с подставкой и кулером почти 300 граммов. Без чехла, но все равно. 243 грамма. Никто не удивился, к слову. 172 миллиметра высота. Прям почти планшет уже. Ширина 77,3 миллиметра. И толщина... 11,7 мм с блоком камер. Вот за это плюс карме. Прям он не толстый вообще никак. Слот. Здесь максимум можно запихать 2 симки. Нельзя запихать память. И она не прорезинена. Зато такой слот я вижу первый раз. Я даже не знаю, что вам еще сказать. До такой степени я рад этому смартфону больше, чем S22 Ultra. Честно. Смартфон огонь.
Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к игровому смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в черном и белом цвете. Тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass 3 версии. Рамки алюминиевые. С фронтальной части стекло Corning Gorilla Glass Victus. Вы уже увидите в ролике, что с ним произошло после одного падения. Дизайн очень интересный, необычный. В руке без чехла лежит удобно. Тыльная часть марка, но это не имеет значения, так как в основном его лучше носить в чехле. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 3.1, что очень круто, сбоку рядом с которым разъем для подключения охладителя и разъем USB Type-C 2.0 на дне. 4 микрофона и технология шумоподавления Asus. 7-магнитные двойные динамики для стереозвука, звучание шикарное. Вдобавок в настройках есть Master Audio, в котором находится кастомный эквалайзер и 4 готовых пресета под разные сценарии использования. Далее слот на 2 сим-карты, и карту памяти запихать сюда нельзя, что, конечно, для многих является разочарованием. Тем более игровой смартфон, по идее, памяти здесь должно быть очень много, как вы понимаете. Следующее это мини-джек, конечно, куда без него. И, к слову, на охладителе также есть мини-джек. Но одновременно, к сожалению, воспроизводить звук при помощи 2 пар наушников нельзя. Вдобавок на борту есть еще ЦАП класса Hi-Fi. Также на тыльной части расположили Rock Vision, и он не только для дизайна. Rock Vision может отображать анимации с возможностью настраивать их лично под себя. И стоковые анимации также имеются, к примеру, при входе в игру или при зарядке, также при входящих звонках, подключении аксессуаров и подобном. Помимо всего этого, нам предоставили систему управления Air Trigger 5. В нее входят 2 дополнительные кнопки, которые находятся на охладителе. Сам охладитель неплохо справляется со своей задачей. Также в Air Trigger 5 входит управление движениями, 2 сенсорных датчика, которые скрыты на тыльной части смартфона, и последнее это ультразвуковые датчики на правом торце девайса. Официально защиты от влаги не заявлено, да и салазки не прорезиненные, так что водой проверять его не будем. Сборка, как и качество материалов, отличная. Летим дальше. С фронта нас встречает Samsung AMOLED дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 2448 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, плюсом в карму, если был бы водопад, это был бы уже не игровой смарт. HDR10 плюс на борту, плотность пикселей 396 ppi. Идеал, конечно, для смартфона 400 ppi и выше, особенно для флагмана. Точность цветопередачи Delta E меньше единицы. На солнце яркости слегка не хватает, как по мне, но в целом все видно и вглядываться не приходится. Качество картинки очень хорошее. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, тач на 300 Гц. Это вам, конечно, не 1000, как у Realme. Можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, про какой смартфон я говорю. Но с другой стороны, а зачем мы больше, чем, допустим, 300? Не так много игр это и поддерживают. Задержка касания 24,3 миллисекунды. При изменении сюжета использования смартфона частота обновления экрана меняется. И хорошо, что можно самому все настроить. DC-диминг в наличии, но работает только при 60 Гц. И это фейл. Вряд ли вы будете врубать 60 Гц на этом экране. Шим при DC-диминга и 144 Гц на 100% яркости 4,3, на 50 18, на минимальной 19, на нуле 19. Показатели очень хорошие для такого экрана. Могу сказать, что даже DC-диминг по большому счету и не нужен. Автояркость быстро адаптируется под смену освещения, вдобавок еще и точно. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок. Технология Always On Display в наличии, конечно же, полноценная. Далее, мультитач берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, но, как по мне, это не лучшая сторона данного смартфона. Медленно по мне работает. Распознавание лица срабатывает стабильно быстро, что хорошо. Завести 2 одинаковых отпечатка пальца несколько раз можно, а внести биометрические данные можно только одного лица. Верхние и нижние рамки вокруг экрана, конечно, не маленьких размеров, но хорошо, что они симметричны. Не сказать, что здесь есть подбородок. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G сетей, которые нам не нужны, с техпроцессом 5 нанометров и 8 ядрами, максимальная тактовая частота которого 2,8 ГГц, графический процессор Adreno 660, интерфейс на основе Android 11, ROG UI. Оперативная память последняя LPDDR5, внутренняя память UFS 3.1 на 512 ГБ. Имеется поддержка Wi-Fi 6E, ненужная поддержка 5G сетей, для 4G 7 и 20 бенды, разумеется, на борту. Сеть мобильную ловит великолепно, звучание при звонках отличное, микрофоны справляются хорошо. Вдобавок есть запись разговора, без уведомления собеседника о начале записи. Датчик приближения работает без нареканий, вибромоторчик установленный топовый, настроить силу вибрации можно. Bluetooth версии 5.2, NFC поддерживает,
поддерживается, и установить любое приложение для привязки вашей банковской карты можно, что хорошо. Из навигации на борту GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS и Navic. GPS-тест в городских условиях показывает точность стандартные 3 метра. Для Qualcomm лучше в принципе не бывает. Далее, емкость аккумулятора 6000 мАч с поддержкой Quick Charge 5 версии и Power Delivery версии 3.0. В PC-марке выдал отличный результат в 11 часов 57 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил при 144 Гц на максимальной яркости. Заряжается с 0 до 50% от родного адаптера питания у меня за 19 минут. Полный цикл зарядки от 0 до сотки занял 47 минут. Поедает за 17 минут бой в Wild Rift. 7% заряда на 100% яркости и при 144 Гц и максимальной графике. Вместе с подключенным кулером в режиме X. Играть очень комфортно, фризов я не наблюдал, яркость он не понижал. В панели Game Genie я настроил все триггеры под себя. Изначально мне показалось, что сенсорные датчики, которые находятся на тыльной части смартфона, бесполезны, так как они лично мне неудобны, а после нескольких часов игры, в принципе, привыкаешь, и они становятся очень удобны для игры. За час игры в Genshin Impact улетает только 25% в таких же условиях, как и в Wild Rift. Конечно, кому-то хватит только боковых датчиков для игры, но могу сказать, что лучше, когда они в наличии, их можно по необходимости включить или отключить, чем когда их вообще нет. Я скептически относился к сенсорным датчикам на тыльной части и управлению движением, но раз настроив и поиграв около часа, понимаю, что это очень удобно, если вы игрок must have. Конечно же, на борту есть куча всевозможных настроек для комфортной игры, не только. К примеру, система Air Trigger 5 имеет возможность настроить под себя силу нажатий, время отклика и не только это. Смартфон отлично оптимизирует свою работу для любых поставленных задач. Все перечислять займет очень много времени. Советую, если есть возможность, самому подержать эту железку в руках, поиграть с настройками и подобное. Просто приходите в магазин и ползаете в нем, решая, стоит вам это дело приобрести или нет. Aero Active охладитель 5 также может работать в автономном режиме. Вручную увеличить мощность или уменьшить можно только в настройках ползунком. Беспроводной зарядки нет. Из датчиков на борту акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест прошел со следующими результатами. 306 гипсов минимально, максимально 352 гипса, в среднем 323 гипса на 100 потоках при 30 минутах. Результат очень хороший для этого проца, если не сказать, что лучший. В Geekbench в синглкоре 1119, в мультикоре 3491, 3D Mark показал Wildlife 5209, Wildlife Extreme 1515, Wildlife Stress Test 5797, Wildlife Extreme Stress Test 1389, Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. В Antutu выдал результат 820 тысяч попугаев, Storage Test показал 61 тысячу. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел не совсем идеально, но и неплохо. Результаты теста искусственного интеллекта разочаровали. 172 тысячи по сравнению с миллионами у Realme, это, конечно, ни о чем. Основной блок камер имеет с тыльной части 3 модуля и одну LED-вспышку. Основная — это Sony IMX686 на 64 мегапикселя, сверхширик на 13 мегапикселей и макро-модуль на 5. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 30 FPS, и, конечно же, есть 4К 30 FPS и 60 FPS. Замедленная съемка может снимать максимально в 4К 120 FPS и 1080p 240 FPS. И есть трехосевая электронная стабилизация. Фронтальный модуль на 24 мегапикселя с максимальным разрешением для съемки видео 1080p 60 FPS. На борту имеется профессиональный режим для видеосъемки и фотосъемки. Из интересного это отслеживание движения. Как по мне, камеры для подобного аппарата, даже не учитывая максимальное разрешение для съемки с основного модуля, показали себя очень хорошо. Примеры вы сейчас увидите на экране. Хотя я помню, что игровые смартфоны не про видео и не про фото, но все равно. Asus ROG Phone 5 Pro. И я хочу сказать, что он может снимать в 8К. Это 4К 60 FPS. Фотографии 8X, и они более чем неплохие. Если увеличение при видеосъемке в 4К 60 FPS, вы видите максимум X4. И мне нравится, как он снимает, хотя внешние камеры довольно скромные. Если брать, опять же, съемку в отличный солнечный день, единственная проблема по мне здесь программная, то что увеличение и уменьшение происходит довольно рвано. Хотя нет, можно, видите, чуть-чуть плавно делать. Следующий момент. Паузу можно снять, ставить можно, разумеется, фотографировать в режиме реального времени и включать LED-вспышку. Фронтальная камера максимум в Full HD 60 FPS, 4К здесь нет. По поводу роллинг-шаттера не знаю, но подтормаживает телефон неплохо.
Максимум Full HD фронтальная камера. И сейчас вы видите, как она отрабатывает ночью у GameRog Asus ROG Phone 5 Pro. Отрабатывает она неплохо. Не скажу, что идеально, но вот так. Роллинг шаттера практически нет. К сожалению, нет 4К 60 FPS. И, к слову, для всех, кто не особо любит мой канал, я могу вас порадовать. Я только что разбил стекло на Asus ROG 5 Pro. И я понимаю, что вряд ли я смогу его найти замену. Понятно, что упал уголок, но проблема в том, что чехол защитный не защитил. То есть он упал, я понятия не имею как. Не слетая чехол, притом ни в коем случае чехол не поцарапался, но само стекло лопнуло. Хрупкость, да, падение было, наверное, с 20 сантиметров. Это вот как раз живой контент, как говорится. Все бывает, так сказать, мимо я могу не пролетать. А в ролике увидите, в целом съемка не такая, как хотелось бы, поэтому фронталку ночью я мучить не буду, я надеялся на лучшее. Ночная съемка основной камеры 4К 60 FPS, съемка с одной руки. Хочу отметить какой момент. Первый момент, это то, что я даже сейчас вижу, что качество съемки не особо, зайчиков очень много, телефон ловит. Это раз. Два, момент довольно неприятный в том, что он, несмотря ни на что, когда ты проводишь, он подтормаживает, что довольно странно, учитывая его мощности. И момент номер 3, когда вы делаете ночные фотографии, он прям ультра долго думает. Насколько это печально? Ну, печально, а что делать? И в целом смысл особо его гонять ночью тоже не вижу по основной камере. Люди его покупают для игр. Максимум X4, шумы шумами. Летим дальше. Если брать и использовать стабилизатор, то вы видите, как телефон снимает. Что я хочу сказать, максимум снимает Full HD ночью или днем, без разницы, с дополнительной стабилизацией. И я не скажу, что там как-то супер, по мне, стаб отрабатывает. По мне плывет все еще хуже, чем когда он выключен. Теперь проверяем 4К 60 FPS автофокус ночью. Как вы видите, работает он неплохо, довольно плавно, но вначале подтормаживал и сейчас подтормаживает. Вот такая печаль. Любимая локация для смартфонов — это вот это вот место. Если брать и пытаться рассмотреть что-то, никак. Если делать X... Ну что, драма у меня прошла, разбил я стекло, оно 600 рублей, еще 1000 будет переклейка, не критично, экран не разбился. Что по фронталке вы сами видите, ну это вам, конечно, не смартфон за 15 тысяч рублей, даже против солнца. Он, конечно, не лучше айфона снимает, но тоже неплохо. Не знаю, что добавить, почему, потому что Full HD 60 FPS в данном случае выглядит довольно неплохо. То, что я скидывал уже на компьютер и смотрел. Ну, игрокам must have, опять же, все зависит от того, насколько вы уверены, что у нас останется интернет, хотя бы суверенный. И целесообразность, конечно, покупать такие гаджеты в первую очередь в том, что их, скорее всего, в принципе не будет. Все запаслись кассетными магнитофонами. Надеюсь, что мой не сарказм никого не обидит, потому что сам я живу в Российской Федерации, и я свой кассетный магнитофон нашел, так же как и тюльпанчики, кстати, как и кассеты. Надеюсь, диски-то не будут вне закона. Ну, посмотрим. А к чему это все? К тому, что фронталка, как вы видите, и по стабилизации, и по съемке днем, ну, прям зачет. 4К 60 FPS, и вы все еще, надеюсь, без VPN на YouTube. А что я хочу сказать, что максимум, конечно же, 8К и 30 FPS. Смысл, с одной стороны, нулевой, с другой стороны, запас — это всегда хорошо. Плохим запас не бывает. Снимает все днем смартфон отлично. Не на уровне, конечно, флагманов Samsung, но все же. Это не про съемку телефон, поэтому то, что он может, это, в принципе, уже хорошо. А кулер у него просто отпадный.
вместе с дополнительными триггерами. Минуса: нет возможности расширить внутреннюю память с помощью microSD, некорректная работа сканера отпечатков пальцев, совсем слегка не хватает яркости, и хотелось бы уже Android 12, все-таки топовый смартфон. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Как покупать дешевле, я объясняю все время в телеге, в основном это через Kiwi, и ценник очень сильно разнится между тем, что вы сейчас в рублях, допустим, увидите, и тем, за сколько вы можете купить все это дело в долларах. Почему? Потому что вы просто меняете рубли на доллары, и потом через Kiwi покупаете все это дело, получается, на процентов так 30-40 дешевле. Я надеюсь, что 23 марта, 25, когда будет крупный сейл, они все-таки хоть что-то подрубят на свой день рождения, что-то завезут, и мы что-то сможем приобрести. Курс вроде стабилизируется, я в хорошее не верю, но все равно. На данный момент все более чем адекватно. Xiaomi 12, 12X и 12 Pro, если по схеме через Kiwi, стоят, адекватных денег. Не по 150 за доллар. Резюмирую, несмотря ни на что и вопреки всему, в данном этапе жизненного развития и в данный момент времени я советую приобрести эту железку, либо любую другую железку, на которую у вас хватит не кредитных денег. Почему? Потому что вопрос не в том, что сколько стоить будет, а то, что этого не будет. И я сейчас не нагнетаю ситуацию. Откройте любой ритейл российский и следите за какими-то группами товаров, которые вам нравятся. Допустим, я выгреб последние 2 квадрокоптера не по 500 000. Я думаю, вы догадываетесь, что это 2S и это Mavic 3. И если брать, допустим, те же фотоаппараты, либо топовые смартфоны, логично, что их будет становиться все меньше. Допустим, недавно мне серый поставщик телефонов сказал, что айфоны ни за какие деньги, к сожалению, мне привезти пока не смогут. Я буду искать варианты, каким образом рассказать вам о SE 3. Но чтобы вы понимали, при стоимости X3 в Москве и Петербурге я пока найти человека, который мне их привезет для обзора, не могу. Это не лирика, это наша сегодняшняя реальность, которая, кстати, еще не наступила. Возможно, вы в ней уже смотрите. Поэтому, если вам что-то сейчас нравится, если вы понимаете, что вы хотите этим пользоваться, никого не слушайте, приобретайте. Если вам этот девайс не нужен, надеюсь, вам было хотя бы интересно посмотреть. Позавчера я бы сказал однозначно его не брать. Берите Black Shark, бегите, пытайтесь заказать на Али, пытайтесь заказать через, опять же, сейчас, если берете, заходите в телеграм-канал взаимопомощи, либо скидок, там есть система, как за 120 рублей за доллар заказывать через Kiwi кошелек. Но это костыли, не факт, что вам пришлют, не факт, что там с таможней не будет проблем. И вообще много чего, к сожалению, сейчас не факт, вам гарантии никто не даст. И как мне многие говорят: Саня, ты последнюю неделю говоришь смотреть на ритейл, либо на крайний случай на ТМОЛ. Почему? Потому что мне самому мало что приходит, и у меня очуменные проблемы с Алишкой. Есть смысл рисковать, когда есть смысл. Сейчас, если у вас есть желание покупать дорогие девайсы, Everybody Lies, не слушайте никого, вот где вы можете это дело пощупать, либо получить в течение недели на территории той страны, в которой вы находитесь, лучше там и брать. ТМОЛ, да, топ, все остальное под большим вопросом, во всяком случае, на момент издания обзора. Надеюсь, вам было интересно. Девайс по мне максимально топовый для людей, кто любит мобильный гейминг, но там нужно быть прям осьминогом, чтобы в него играть. Девайс сюда, подписывайтесь на телеграм-канал скидок, взаимопомощи. Добра и удачи вам, дорогие друзья!